Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на моем канале. Ну что, лайк этому ролику и поехали! Сегодня у нас с вами будет дизайн серии «Относись-ка». Это название подсказала мне одна из зрительниц в комментариях, когда мы ржали по поводу серии роликов «Торописик». Так вот, «Относись-ка» у нас в следующем заключается. Обратите внимание, этим ногтям уже 2 месяца. Эти ногти делала одна из учениц у меня на курсе. Эти ногти клиентка потом еще пыталась дома пилить, хотела сделать им коррекцию самостоятельно, у нее получилось, ничего у нее не получилось, собственно говоря. Тем не менее, мы видим не единой отслоечки, у нас нет, материал держится, длины очень много, отросло буквально пол ногтевого ложа, но в то же время адгезия материала между ногтевым ложем и самим материалом настолько сильная, что он не оторвался, не отслоился, не отпал. В общем, сегодня мы будем делать классическую коррекцию. Убираем длину. Вот такой длины ногти были изначально нарощены. Убрали длину, убираем, отодвигаем кутикулу, убираем хорошенечко птериги, наносим праймер, базовый гель, все как положено. Именно эти материалы обеспечивают адгезию. Но тем не менее, как бы вы ни наливали праймер, сколько бы базового геля вы ни клали, если у вас плохо убран птериги или плохо опилен материал в зоне кутикулы после выкладки, у вас обязательно будут отслойки. Мы же тем временем моделируем ноготочек. Гелем средней вязкости выкладываем новую архитектуру. Нам здесь нужно будет достаточно большой объем материала, поскольку нам нужно будет поднимать клюнувшие ногти. Нам нужно будет поворачивать те ноготочки, которые ушли у нас в бок, потому что коррекция за 2 месяца полностью убила архитектуру. После полной полимеризации материала переходим к опилу. Как обычно, основную часть лишнего я снимаю фрезой, остальное допиливаю пилочкой. Опил занимает на самом деле не так уж и много времени. Ну а теперь непосредственно сам дизайн. В качестве покрытия было решено использовать потрясающе красивый мой любимый красный с блесточками. У нас этого красного цвета уже 4-й фуфырик в салоне уходит, и, по-моему, он никогда не надоест нашим клиентам. Очень красивый цвет. Очень такой вот интересный блеск в нем присутствует. Ну и, собственно говоря, ложится этот цвет тоже замечательно. Пальчики под дизайн мы накрасили блестящим гель-лаком. И поверх него делаем зону для нашего будущего дизайна. Опять же, тем же самым цветом, которым красили ноготочки. Благодаря тому, что этот цвет полупрозрачный, то есть для того, чтобы блесточки в гель-лаке было видно, гель-лаки никогда не делают плотными, потому что если сделать плотный оттенок, соответственно, этот оттенок забьет блестки, их видно не будет. Делают такие вуалевые цвета, то есть вуалевой консистенции гель-лаков. Так вот, благодаря вот этой вуалевости, вот в этом месте совсем плохо получилось, ну да ладно, не в этом дело. Смотрите, как красиво сквозь него светится вот тот вот блестящий гель-лак, который мы подложили. Именно вот эта вот витражность добавляет глубину дизайну, добавляет интерес нашему дизайну. В общем, безумно красивый, интересный прием, его можно использовать во многих дизайнах, обыгрывать как самостоятельно, так и как элемент или как заготовку.
Надеюсь, я в этом месте понятно объяснила все, что я хотела сказать. Если вдруг что-то непонятно, пишите в комментариях, попытаюсь объяснить там. Ну, а дальше мы рисуем мои любимые 1 100 000 вензелюшки, потому что вензелюшки никогда в дизайне лишним не бывают, и если ты не знаешь, что рисовать, нарисуй вензеля. Ну, а если ты не умеешь рисовать вензеля, вот тут начинается все совсем грустненько, потому что когда ты не знаешь, что рисовать, то вензеля ты рисовать не умеешь. Ну а если ты хочешь научиться рисовать вензеля, по большому секрету у меня есть онлайн-курс по рисованию вензелей. Посмотри в описании ссылочку на него, и ты обязательно научишься. На самом деле, если вы давнешний зритель моего канала, вы вот эту технику вензелей уже, скорее всего, видели и не раз. Это мои так называемые любимые многоцветные вензеля, когда мы одним цветом светлым сначала накладываем подмалевки, потом делаем цвет посветлее, прокладываем какие-то более объемные вещи, и потом самым светлым оттенком еще дополнительно эти объемы подчеркиваем. Поэтому с техникой вы знакомы, но эта техника всегда выручает меня в любой непонятной ситуации. Обожаю вот этот технический момент.
А для того, чтобы дизайн читался более четко, разграничиваем между собой блестки и элементы с вензелями, просто белой линией гель-красочкой. И вот, собственно говоря, на этом дизайн готов. Выкладывать здесь стразы вроде бы как лишнее, потому что и так все довольно-таки блестящее. И мы, в принципе, на этом этапе с клиенткой уже были довольны, поэтому не стали ничего добавлять. В общем, надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно и весело. Мы же с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!